Всем привет! Я Тая, если вы забыли. Мы давно не виделись здесь. Это видео полностью посвящено сие творению. Я не помню момента, когда я решила, что хочу себе татуировки. Мне кажется, я с малюсенького, с крохотуличного возраста знала, что у меня будут татуировки. Я не помню, что стало каким-то триггером, что стало главным вдохновением. Просто я всегда это знала. Я всегда этого хотела. У людей, которые делают татуировки, очень много разных отношений к этому. Для кого-то это просто украшение, красивые эскизы, для кого-то это обязательно смысл. Я что-то среднее между этим, но я считаю бесконечно милым и бесконечно прекрасным посвящать татуировки своим любимым людям. Gravity мои самые любимые люди. Какая предыстория, какая хронология? Давайте поговорим об этом. Я познакомилась с парнями в ноябре 22 года, буквально сразу же почувствовав, что они особенные. И для меня они станут особенными. Через несколько месяцев они стали моей ульт-группой. Спустя еще какое-то время они стали моей главной приоритетной группой. Типа number one. One and only. И мысль, что я хочу татуировку о Gravity, была со мной все эти 2 года. Я понимала, что это нужно мне. Они очень важны для меня. Они были очень важны на протяжении всех этих лет, что я с ними, они очень много влияли на меня, они очень много помогали мне. Никто, так как Gravity, не справлялся с моей апатией, с моей тревожностью, с моей паникой. И я всегда была с ними в самые плохие моменты, в самые хорошие моменты. На это естественным образом повлиял и их канал о Gravity, который я завела летом, когда они стали моими ультами. На протяжении 1,5 лет я веду это прекрасное сообщество, и на протяжении этих 1,5 лет наша связь с Вити все укреплялась с каждым днем. Это все вылилось в то, что перед вами сейчас сидит приоритет Лавити. Сначала Лавити, а потом человек, сначала Лавити, а потом кто угодно. Нет, это, конечно, шутки, но я не люблю высказывания в стиле «я вся состою из них». Они важнейшая часть меня, моей жизни, моей личности. Мы все прекрасно знаем, что меня, как меня, не существует, но они во многом сделали ту Таю, которая сейчас сидит перед вами. Возвращаясь к татуировке. Я очень долго думала над тем, что набить о Gravity. Все эти 2 года я думала, что набить о Gravity. А потом вышел Evershine. И песня Over and Over. Композиторство Эллена, которая стала моей любимой песней Gravity. Я ее обожаю. Я ее очень сильно люблю. Я люблю то, как она звучит, потому что Эллен потрясающий композитор. Особенно сильно я люблю ее лирику и посыл. Сначала я не совсем правильно ее интерпретировала, когда она еще не вышла, это было после хайлайта. Я подумала, что строки о том, что если бы так случилось, если бы он вернулся в начало, он бы прошел этот путь множество и множество раз, если это будет означать, что в конце он вновь будет с Gravity. После сам Эллен рассказал, что это песня о Лавити. Но я позволяю себе это соединять, потому что Gravity и Лавити неразлучны. И я люблю всю дискографию Gravity, каждую песню. Для меня дискография Gravity лучшая, которую когда-либо я встречала. Если бы у меня был выбор оставить только одну группу, одного исполнителя в моем плейлисте, это были бы Gravity. Но именно Over and Over из-за ее посыла и смысла стала той, которую я решила набить на своем теле. Четко я решила, что мне нужна татуировка Gravity 1,5 месяца назад. Упс. Я не помню, что стало каким-то триггером, но просто в один момент я решила, что я так больше не могу. В ближайшие месяцы я буду жить только на воде, но я накоплю на татуировку. Через 2 недели я написала мастерице. Возможный вопрос, который у вас возник, а почему я не сделала это раньше? Эта татуировка не моя первая. Свою первую я набила в 15 лет. С Gravity я познакомилась, когда мне было 16 лет. 18 мне уже как полгода. Что мешало мне все это время сделать эту татуировку? Я не могла найти себе мастера.
Я очень сильно хотела найти одного на всю жизнь, желательно. Есть множество хороших мастеров, качественных мастеров с большим стажем, которые бьют все, что угодно, но мне почему-то такое не подходит. Мне не хочется. Я хотела найти мастера, чей стиль бы во мне откликался. И нашла. Алия. Алия Налбунагей. Это просто подарок вселенной, который внезапно спустился на меня в ленте ТикТока. Я увидела ее работу, и я почувствовала наконец-то этот коннект. Поняла, что да, это должна быть она, это должна быть она. И 31 марта я ее сделала. Довольно. Пожалуйста, мою истерику. Я сейчас разревусь. Это так Это так. хорошо. Это так для меня важно. Я не знаю, я не помню, когда я вообще такая радостная в последний раз была. Счастье. Мне просто иголкой тыкали 2 часа. Все супер. Я в восторге. Прикол-то в том, что я что-то сидела и думала. Естественно, я думала про Крейти. Вспомнила, что мой фейк, не фейк, моя вторая страничка в Инстаграме, которая была приватом, хватит, которая была приватом, имеет старый ник Эллена. Я просто подумала туда запостить фотку татушки. Пока я сидела била татуаги, открыли личный Инстаграм. Мы soulmate, я очень сильно люблю Крейти. Было ли мне больно? Я повторюсь, это моя не первая татуировка. Когда я уже думала об этой татуировке, я пыталась вспоминать, что я чувствовала, когда я набивала эту. Тогда я говорила об этом, как о... Это неприятно, это очень неприятно, но не прям больно. Типа, я почему-то сравнила это с длительным чувством укола. Не знаю. Естественно, боль от татуировки зависит от болевого порога человека, но я свой болевой порог не помнила. У меня как бы был опыт, но я забыла, что я тогда испытывала. Но в итоге, нет, я бы не сказала, что мне было больно. Это неприятно, это все еще неприятно. Нет, татуировки не чувствуется, как будто тебя гладят по голове, но я думала, будет больнее, честно. Было ли мне страшно бить татуировку? Нет. Нет, ребята, бить татуировку не страшно. Страшно ее заживлять. Она все еще заживает у меня. И я боюсь о ней каждый день. При каждом своем действии я думаю, делаю ли я что-то не так. Это подкреплено тем, что моя первая татуировка стала просто портаком, потому что она очень плохо зажила. И в интернете очень много разной информации о заживлении татуировок. Я до сих пор не совсем понимаю, все ли я делаю правильно. Моя мастерица, естественно, заклеила мне татуировку заживляющей пленкой, но она сразу начала отклеиваться. Проснулась я на следующее утро практически без пленки и наклеила запасную. Она не продержалась суток. Я вернулась домой с практики и ее отклеила. Поэтому меня встречали пеленки. Да, я все еще немного с этим борюсь. Я обращаю внимание именно на слова моей мастерицы, что я вам всем советую. О значении моей татуировки давайте поговорим поподробнее. Кроме over and over, здесь есть 9 кристаллов. Что же они означают? Это лотю. Лор Крейти, который я люблю просто невероятно сильно. Это их как бы официальные цвета, они используются не только в лоре, а в целом во многих вещах, которые делаются с Creative. Каждый цвет обозначает какого-то мембера, каждый кристалл обозначает какого-то мембера. Обращаясь именно к лотю, на тот мир упал немножко метеорит. 9 парней, школьников, бедных,
старшеклассников внезапно что-то упали в обморок и, получили суперспособности. Я обожаю. И у них внезапно появились кристаллы. Эти кристаллы — символ связи с способностями, со скрытой вселенной, но в первую очередь друг с другом. Когда я добавляла кристаллы на свой эскиз, я думала об этом как о связи Gravity. Я обожаю эту девятку. И эта девятка обожает друг друга. Gravity всегда 9. 9 или ни одного. Я восхищаюсь этой связью. Я влюблена в эту связь. Честно, ни в одной группе, за которой я следила, я не видела такого. Такой преданности, такого доверия, такой любви. Она особенная. Люди смотрят на Gravity и думают, что они друг друга ненавидят. Чё, особенно. Но это не так. Парни обожают друг друга. Парни готовы все, что угодно сделать друг за друга. Я очень хотела выразить это на себе. И их связь, и мою связь с ними. Опять же, для меня Gravity самые важные люди в моей жизни после меня самой. И моей семьи. Мы понимаем, это не вся я. Я все еще классная, самодостаточная девчонка, но Gravity очень много сделали, чтобы я была этой классной, самодостаточной девчонкой. Я счастлива с ними. Ни с кем я не была так счастлива. И я хочу быть с ними как можно дольше. Желательно навсегда, конечно же. Желательно и в следующей жизни их встретить. И я тоже прошла бы путь всей моей жизни множество и множество раз, если это будет означать, что я вновь буду с ними. Меня отговаривали именно с мыслью, что ты пожалеешь. Это странно, набивать тату о каких-то там корейцах. И особенно, как ты будешь в старости на это смотреть. В старости я буду смотреть на эту татуировку и вспоминать о группе из 9 парней, которые делали самым счастливым человеком девчонку с 16 до какого-то количества лет. Я буду вспоминать о том, как они мне помогали, как они меня успокаивали, как они делали меня счастливой. Я не привязана к Gravity. Привязанность вызывает страдания. Любовь вызывает счастье. Я люблю Gravity. Всем своим сердцем. Я очень сильно люблю Gravity. Но поэтому я счастлива с ними. И буду счастлива с ними. Столько, сколько это будет возможно. Она еще заживает. Но я уже в восторге с нее. Я уже в восторге. Это моя не первая татуировка, не последняя. Скорее всего, не последняя о Gravity. Я уверена, я что-нибудь еще придумаю. С удовольствием набью, если у меня что-нибудь придет в голову еще о парнях. Если вам интересно, как она заживет, welcome в мой телеграм-канал. Ну а что? Не то, что я перегоняю туда аудиторию. Нужно это. А как я вам тут покажу зажившую татуировку? Там покажу вообще легко. Наверное, на этом все. У меня есть еще много мыслей именно о своих чувствах к Gravity, но слов уже не находится. Выводы. Я сделала татуировку о Gravity. Я счастлива и благодарна быть Gravity. Станьте Gravity. Спасибо за просмотр этого видео. Я камбэкаюсь. Прикиньте, реально, хочется снова это. Все. В описании есть ссылки на другие мои соцсети. На ИК и на ТГК тоже. Всех жду. Я люблю вас. Пока. Дружеское напоминание. Я люблю Gravity.